Наш главный герой, бывший армейский разведчик, который теперь работает лесником и хорошо знаком с лесными просторами. Одного раннего утра Джон прогуливался по лесу недалеко от своего дома. Вдруг он услышал громкий вой, который прервал тишину утреннего леса. Оставив свое оборудование, предназначенное для измерения деревьев, Джон направился в сторону звука. Пройдя сквозь густую растительность, он вышел на поляну и увидел впереди большую волчицу, пойманную в капкан. Животное сильно боролось за свободу, но потом опустилось на землю от усталости и боли. Осознав, что волчица истощена и почти потеряла надежду на спасение, Джон решил помочь. Однако, приблизившись, он заметил, что волчица беременна или недавно родила, так как ее вымя было наполнено молоком. Это объясняло ее агрессивное поведение, где-то рядом должны быть ее щенки. Действительно, в кустах рядом показался маленький волчонок, и, вероятно, не один. Джон понял, что ему нужно действовать быстро, чтобы спасти щенков. Но подойти к волчице было опасно. Она была истощена и ранена, но все еще могла быть опасной. Джон осознал, что если он не поможет волчице, ее смерть будет неизбежной, и щенки тоже не выживут. В то же время существовала опасность от браконьеров и других хищников, которые могли прийти за добычей. Джон осознавал, что каждая минута жизненно важна. Он решил не отступать и помочь этой истощенной волчице. В прошлом, проходя сложные испытания в армии, он научился не сдаваться перед трудностями. Теперь он был полон решимости спасти жизнь этого животного. Он аккуратно подошел к волчице и осторожно прикоснулся к ее зажатой лапе. К удивлению Джона, волчица не проявила агрессии. Она была слишком истощена. В этот момент Джон понял, что это его шанс. Он защитил свою руку курткой и принялся освобождать лапу волчицы из капкана, который застрял. Несмотря на риск, Джон настаивал, и наконец ему удалось освободить лапу. Далее он аккуратно поднял волчицу на плечо и понес к своей хижине. Путь был непрост, но Джон знал, что каждая минута на счету. Дома он положил истощенное животное у печки и начал заботиться о его ранах. Благодаря своим навыкам первой медицинской помощи, полученным в армии, он смог оказать волчице необходимую помощь. Его забота и умелые действия позволили спасти лапу и, возможно, жизнь волчицы. Постепенно волчица начала оживать, и Джон понял, что теперь она в безопасности. Он вынес ее на веранду, устроил теплое место и оставил миску с водой. После этого Джон отправился на поиски волчат. Он знал, что логово должно быть неподалеку, ведь волчица не уходила бы далеко от своих детенышей. Его опыт разведчика и знания леса помогли ему в этом поиске. Джон был уверен, что найдет малышей, используя свои навыки и интуицию. Сначала Джон вернулся к тому месту в лесу, где он обнаружил раненую волчицу. Тщательно осмотрев окружающий снег, он обнаружил небольшие следы. Все указывало на то, что это мог быть один из ее щенков, который испугался и скрылся. После короткого следопыта Джон обнаружил укрытие. Оно было хорошо спрятано от глаз. Он надеялся найти там волчат, но понимал, что малыши, по инстинкту, не выйдут наружу без зова матери. Несмотря на сложности, Джон не сдавался. Он попытался имитировать вой волка, но безуспешно. После нескольких попыток, когда он уже задумывался о риске залезть в нору, из нее выбежал маленький голодный волчонок. За первым отважным щенком последовали и остальные. Понимая, что не сможет унести их всех сразу, Джон бережно поместил щенков в мешок и закрыл его. Он проверил нору еще раз, чтобы убедиться, что внутри нет других малышей. Осторожно заглянув внутрь, он осветил фонарем пространство, но больше никого не обнаружил. Успокоенный тем, что не оставил никого в норе, Джон вернулся к хижине с мешком волчат. Когда он открыл мешок на веранде рядом с их матерью, щенки тут же начали пищать. Мать волчицы, услышав своих детенышей, поднялась на лапы. Ее глаза были полны слез, словно она плакала от радости встречи. Джон не заметил никакой агрессии со стороны волчицы. Он оставил малышей рядом с их матерью и удалился, оставив дверь приоткрытой, чтобы наблюдать за ними. Джон молился, чтобы запах человека не вызвал у волчицы чувства отторжения к ее щенкам. Как только малыши увидели свою мать, они незамедлительно кинулись к ней. Мать волчицы осторожно понюхала их, а Джон затаил дыхание, наблюдая за этой трогательной сценой.
Ее признание было очевидным. Искатель приключений, знакомый с дикой природой, не мог сдержать слез, когда увидел, как волчица начала облизывать своих детенышей. Она улеглась, и маленькие волки с радостью начали пить ее молоко. Волчица провела некоторое время с Джоном, и ее здоровье улучшалось с каждым днем. Мужчина регулярно принес ей мясо и сменял воду, при этом оставлял дверь открытой. Скоро волчица смогла подняться на ноги и даже ходить, хоть и хромая. Через несколько дней, одним утром, она громко вызвала своих детенышей, и вся семья последовала за ней. Джон осознал, что волки уйдут навсегда. Он вышел на улицу, чтобы проводить их взглядом. Волчица остановилась на расстоянии 20 метров и обернулась. В ее взгляде Джон прочел бесконечную благодарность именно ему, но также и осторожность ко всем людям в целом, ведь из-за недобросовестных людей она и ее дети чуть не погибли. Джон больше не видел эту волчью семью, но был уверен, что 4 молодых волка и их мать сейчас живут свободно. Он знал, что животные, в отличие от людей, никогда не забывают своих спасителей и узнают их даже спустя годы.